Многие считают Бермудский треугольник одним из самых таинственных и опасных мест на нашей планете. И действительно, множество кораблей и самолетов бесследно пропали в этом районе, и лишь единицам удается оттуда вернуться. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске вы узнаете о самых страшных тайнах Бермудского треугольника. Погнали! Кэрола Диринг. 4 апреля 1919 года на воду была спущена американская грузовая пятимачтовая шхуна Кэрола Диринг. Но уже 31 января 1921 года шхуна была обнаружена севшей на мель, а команды на судне не оказалось. Но давайте обо всем по порядку. 22 августа 1920 года Кэрола Диринг с грузом угля отправился в свой первый рейс. Команда состояла из 9 человек. И по некоторым сведениям, капитан не доверял этой команде и не хотел идти с ними в плавание. К концу месяца капитан Мэрит серьезно заболел и был вынужден в сопровождении сына сойти на берег в городе Льюис, штат Делавэр, США. Судовладельцы в успешном порядке наняли и отправили на замену капитана Уиллиса Вормела. 8 сентября 1920 года Кэрола Диринг продолжил путь в Бразилию. Судно успешно добралось до Рио-де-Жанейро. Спустя пару месяцев Кэрола Диринг отправился в обратный путь в США. Утром 16 января 1921 года капитан Хью Нортон, находившийся на своем корабле Августа Сноу в районе Багамских островов, заметил на расстоянии примерно 5 миль пятимачтовую шхуну, которая могла казаться Кэрола Диринг. Но интересно вот что. Шхуна шла под одним парусом, несмотря на благоприятные погодные условия, позволявшие увеличить парусность. Также судно выполняло странные зигзагообразные маневры, периодически ложась на обратный курс. С 26 по 28 января 1921 года корабль попал в сильный шторм, и, как вы могли догадаться, ничем хорошим это не закончилось. 29 января 1921 года Кэрола Диринг миновал плавучий маяк мыса Лукаут. Идущая под всеми парусами шхуна представляла собой красивое зрелище. Инженер маяка сфотографировал судно. По словам смотрителя маяка, с борта Кэрола Диринг его откликнул высокий худорыжеволосый моряк, с помощью рупора сообщивший, что шхуна лишилась якорей во время шторма. Также он попросил передать о происшествии владельцам шхуны. Говорил он с иностранным акцентом. Смотритель маяка заметил кое-что очень странное. Команда Диринга толпилась на шканцах, то есть на палубе в кормовой части парусного корабля, где имеют право находиться лишь капитан и его помощники. Также ему показалось странным, что с корабля с ним говорил простой моряк, а не капитан или помощник. 31 января 1921 года ранним утром сотрудники береговой охраны США заметили у мыса Хатирас пятимачтовую шхуну, севшую на мель. Паруса были подняты. Через палубу перекатывались волны, а спасательные шлюпки отсутствовали. Корабль выглядел покинутым. Из-за штормовой погоды спасатели не смогли добраться до шхуны. 4 февраля 1921 года спасатели все-таки проникли на шхуну. Ни одного человека на борту не оказалось. Хотя на камбузе была расположена пища для приготовления, отсутствовали личные вещи команды, судовой журнал, навигационное оборудование и якоря. Рулевое устройство оказалось поврежденным. В капитанской каюте найдены 3 пары обуви разного размера. Последняя отметка на карте датирована 23 января 1921 года, причем сделана она была не почерком капитана Вормела. И по словам местных жителей, спасатели принесли с корабля серого кота. Звено 19. Накануне 5 декабря 1945 года 5 лучших бомбардировщиков Avenger ВМС США исчезли в воздухе, выполняя рутинную миссию. Командир эскадрильи лейтенант Чарльз Тейлор постоянно был на связи с базой, пока его частота не оборвалась на полусловие. И это был не потерянный сигнал, а просто полный обрыв связи. Об этих 5 самолетах больше никто не слышал. В довершение ко всему, спасательная группа, отправленная за самолетами, тоже не вернулась. Да-да, спасатели исчезли аналогичным образом, когда их частота прервалась на полусловие. После нескольких лет расследования дело было закрыто. С пометкой «Причина неизвестна». Циклоп. По количеству пропавших людей, эта история просто затмевает все сказанное ранее. Без вести пропали сразу 306 человек, включая членов экипажа и пассажиров.
Циклоп был введен в строй в 1910 году в качестве сухогруза и использовался как перевозчик угля вплоть до начала Первой мировой войны. 16 февраля 1918 года корабль покинул порт Рио-де-Жанейро и направился в сторону североатлантических штатов. На борту было 306 пассажиров и команда корабля. Циклоп также перевозил 10 тысяч тонн марганцевой руды. Последний раз корабль видели в районе Барбадоса, где он взял внеплановую остановку из-за перегрузки, хотя в Рио-де-Жанейро заявили, что загрузка происходила должным образом. Никаких тревожных сигналов экипаж не посылал. Несмотря на тщательные поиски, ни следов, ни обломков, ни тел обнаружено не было. Было выдвинуто несколько версий произошедшего, но данные гипотезы полностью не удовлетворили никого. Мария Целеста. Парусник Мария Целеста или Мария Селеста отправился в плавание в ноябре 1872 года. Его путь лежал из США в Италию. Корабль должен был доставить спирт. На борту находилась команда, 7 членов экипажа, капитан судна Бенджамин Брикс, его жена, а также их двухлетняя дочь. Путь Марии Селесты проходил через зону Бермудского треугольника. Плавание началось как обычно, однако 4 декабря 1872 года судно было найдено в районе Гибралтара, целым и практически невредимым, хотя груз и был немного поврежден. Отсутствовало 9 баррелей спирта. И не думайте, что 9 баррелей это немного. 9 баррелей это больше 1000 литров спирта. На борту корабля отсутствовала одна спасательная шлюпка. Никаких следов команды и пассажиров обнаружено не было. Что же случилось и куда делись люди, бывшие на судне, остается загадкой и по сей день. Существует множество версий, как погодных проблем, так и захват пиратами, а также влияние паранормальных явлений. Ни одна из версий не была подкреплена достаточным количеством доказательств. Непонятно, почему пираты не забрали весь спирт. А если речь идет об урагане или подводном землетрясении, то почему судно практически не повреждено? Есть еще одна версия. Она указывает на негерметичность бочек со спиртом. Спирт медленно испарялся из бочек. Его пары смешивались с воздухом в замкнутом пространстве трюмов, образуя взрывоопасную смесь. 24 ноября 1872 года произошел взрыв этой смеси в кормовом трюме Бригантины. Мощность взрыва была небольшой, и деревянные люковые крышки остались на месте. Брикс приказал проветрить трюм, для чего матросы сняли крышки. Несколько позже аналогичный, но более сильный взрыв произошел в носовом трюме. В этом случае взрывная волна опрокинула крышки люков. Экипаж на время решил отдалиться на шлюпке от корабля на 50-100 метров. Шлюпка быстро отошла от Бригантины на расстояние около 130 метров. Мария Целеста дрейфовала. Сидящие в шлюпке ожидали очередного, еще более сильного взрыва, однако его не последовало, поскольку взрывоопасная смесь уже улетучилась через открытые люки обоих трюмов. Внезапно изменившийся ветер наполнил паруса Бригантины, и та быстро набрала ход, в то время как тяжелая, перегруженная людьми шлюпка оставалась на месте. Связывавший ее с Бригантиной Дирик Фал резко натянулся и, не выдержав рывка, оборвался. Неуправляемая Мария Целеста ушла на восток со скоростью гораздо большей, чем та, которую могла развить весельная шлюпка. Надвигающийся шторм потопил шлюпку со всеми людьми. Катер Вичкрафт. В 1967 году владелец катера Вичкрафт Дэн Барак вместе с приятелем решил отправиться на морскую прогулку. Дело происходило 22 декабря. Они хотели посмотреть на Майами, украшенный праздничной иллюминацией к Рождеству. Вскоре Барак обратился в береговую полицию. Он доложил, что его катер что-то ударило, однако он не паниковал и был спокоен. Береговая охрана приняла вызов и отправилась на место происшествия. И уже через 19 минут они были там, но катер и пассажиры исчезли. Ничто не указывало на то, что здесь что-то произошло. Никаких обломков, вещей или средств спасения не было. Поиски продолжались в течение нескольких дней, но оказались бесполезны. Причины произошедшего неясны и по сей день. А как считаете вы, что произошло с пассажирами и самим катером Вичкрафт? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.